Ножки горят. Очень хорошее упражнение. Тут спину не грузишь, так, а ножки забиваются конкретно. Еще есть прикольно сейчас. Покажу тебе упражнение. Интересно. Это когда готовлюсь на армрестлинг, пытаюсь здесь побольше вес повесить, чтобы отсюда. Сюда вырываешь весь вес тебе в бицепс, ты пытаешься поймать и назад вырвать. Для армрестлинга тоже хорошо. Сейчас попробую по канату проползти. Так, когда готовлюсь, то по канату нормально. Как-то давно не лазил. Тяжелое упражнение для моего веса. Ну, так вот, в таком режиме. Ну, еще жим лежа делаю. Ну так, пирамидку. Турник. Ну, это вот эти упражнения по кругу пускаю. Вот такие у меня сейчас тренировки. По 3 подходика каждого упражнения. Ну, еще в блоке работаю на столе. Ну, на столе я вам показывать не буду. Вы примерные упражнения все знаете. Но 50-60% от максимума работы. Для того, чтобы не травмировать. Так, чтобы связочки поддерживать в форме. Работаем пока так, в таком режиме. Это вдруг буду падать, чтобы помягче было. На самом деле руки иногда не хватает. Не хочется побыстрее спуститься. Прыгаешь, а там бетон. У меня ребята сразу на 2 канатах лазят. Но они полегче. И поэтому, когда я это делаю, получается, канат тянется. Когда я отпускаю канат, получается, он назад собирается. Я, получается, на месте ползу.
тяжелые упражнения. А, еще сделали такие скалолазки. Вешаем на стену, но чисто для рук сделали, так как мы армрестлеры, ноги нам не надо, мы на одних руках ползаем. Конечно, тяжеловато с моим весом, потому что прям как наждачная бумага, пальцы прям сразу стираются, особенно если начинаешь ползать по ним. Но сейчас мы сняли все это, чтобы турник был. А так работаем и на зацепах. Очень полезно для армрестлера. И канат полезно. Только у нас чуть канат неправильный. Этот канат не для лазания, а для перетягивания. Я его отрезал, и он не плотный. Он тянется, когда в него залазишь. Неудобно очень. Должен быть пожестче, чтобы он не тянулся, когда на него повис. Фу, умотал ты меня. Еще у нас есть такой тренажерчик профессиональный, байдарка. То есть очень хорошо разминаться перед тренировкой для армрестлинга. Я всегда мечтал кардиотренажер, чтобы одни руки работали, чтобы не бегать, не ездить. И имитируешь греблю. Этого достаточно, чтобы размять весь верх. Это профессиональный тренажер. На нем, сказали, зимой гребцы проводят соревнования. Поэтому мы не отстаем от гребцов. Во-первых, выносливые, спинища, руки у всех гребцов крепкие. Поэтому, если чисто на нем полчаса погребсти, вы почувствуете, что это непростой спорт. Ну вот, основные такие упражнения. То есть я показал сейчас по одному подходу упражнения. А так я делю на 2-3 дня и делаю по 3 подхода. Брусья, жим лежа, турник, блок борьба. По покрышке бьем, по канатам лазим, толкаем сани. Такое. Кроссфит. Работа в основном на выносливость, чтобы не травмироваться. Ну, в таком режиме до Нового года. То есть я, наверное, после А1 у меня такая вот нагрузка средняя. Ну, так. Ну, в теннис еще играем настольный. Так, чтобы скучно не было и тяжело. Потому что, когда готовишься, тяжести и так хватает. Бывает, если ты не даешь себе отдохнуть, и какие-то травмы, которые у тебя появились после соревнований, они дают о себе сразу знать. Поэтому лучше отдохните, восстановитесь, не пытайтесь на отдыхе работать с максимальными весами. Это к хорошему не приведет. Когда у тебя здесь заложена подготовка, то организм у тебя реагирует совсем по-другому. Когда у тебя не к чему готовиться, а ты напрягаешься, организм, может, он специально делает травму, чтобы ты успокоился. Это как, я говорю, многие пишут, вот у меня болит рука, через неделю соревнования, что мне делать? Я говорю, ну если болит невыносимая боль, то значит отмени соревнования, не выступай. Ну я же готовился там 3 месяца, как так? Я говорю, знаешь, почему доктора гипс вешают на руку? Не для того, чтобы она быстрее зажила, а для того, чтобы ты не дергал ее, не двигался. Поэтому иди к доктору, пусть он тебе гипс наложит и выступай как хочешь. Поэтому
Я считаю, гипс не просто так придумали. Это для нас неугомонных россиян, славян, которые даже сломанные, поломанные, рвутся в бой. Поэтому единственный выход, чтобы восстановить, залечить, гипс. Либо чтобы голова на плечах была. Поэтому не делайте себе хуже. Многие ребята рвутся в бой, спешат, пытаются не обращать внимания на микротравмы, а через 2-3 года эта микротравма превращается уже в какой-то разрыв или перелом. Поэтому, если болит, залечите до конца. Не бойтесь делать снимки и консультироваться с врачами. Потому что здоровье на первом месте. Вот я когда никуда не готовлюсь, у меня такое, знаешь, сонное состояние, мне ничего не охота. То есть я хожу, когда у меня есть число, цель и подготовка, я по-другому совсем себя веду, у меня просыпается что-то внутри еще. И я на отдыхе поднимаю там на бицепс, там, не знаю, там, 80 килограмм. Думаю, блин, как же я там поднимаю, там, 140. А потом, когда подготовка, беру 140, думаю, блин, нормально. То есть, насколько организм реагирует внутри на что-то. Ну, у каждого по-разному. Кто-то, наоборот, сыт, кто-то, наоборот, набирает мощи и силы. В общем сказать, кто-то боится, кто-то, наоборот, выкладывается на все 100. Поэтому, если вы сыте, побольше соревнований, побольше этапов, для того, чтобы побороть этот недух. Я думаю, через это все прошли. Я тоже помню, выступал, к столу выходишь, дрожишь. Поэтому только опыт и время поменяет вас, сделает вас сильнее.